уважаемые коллеги. Уже сказали, что я директор, но прежде всего, конечно, я педагог. 27 лет уже преподаю в школе, и вот последние 8 лет занимаюсь административной работой, и директором сейчас являюсь в школе, которая в этом году исполняется 24 года. Это одна из самых больших школ города и области, в ней обучается почти 2000 учащихся, работает 130 педагогов. Школа располагается на базе 3 общеобразовательных учреждений, школы-интернат для слабослышащих и 4 детских садика. В школе есть 6 отделений, 6 направлений, в которых мы работаем, и, конечно же, самое большое отделение изобразительного искусства. Получив возможность вот такую заниматься административной работой, прежде всего было для меня возможность реализовывать большие проекты, различные. Вот один из таких проектов, с которым хочу сегодня поделиться, это школьная картинная галерея. Проект картинной галереи зародился еще в 1991 году, и вначале он представлял собой выставку детских работ, как это и бывает везде во всех школах, донося до родителей суть и результаты работы отделения изобразительного искусства. Постепенно выставочная работа развивалась, она набирала силы, и в какой-то момент возникла необходимость обмена творческим опытом не только среди педагогов внутри школы, но и с педагогами из других школ. Обычно педагоги делятся своим результатом учебной деятельности в теоретическом плане. Педагогическое сообщество нуждается в представлении собственного профессионального мастерства, в организации конкурсов детских рисунков в режиме реального времени, в обсуждении идей и различных проектов. С целью реализации таких потребностей была создана наша картинная галерея. С самого начала основным направлением деятельности картинной галереи была организация выставок и фестивалей. На сегодняшний день проходит порядка 20 выставок, 4 больших художественных фестиваля, в которых принимают участие более 3000 человек, организация конкурсов по композиции в режиме реального времени и проведение творческих мастерских для педагогов. Особое место во всем этом занимает организация проведения международной художественной выставки детского и юношеского творчества «Человек от края до края». Особенность выставки заключается в том, что в ней принимают участие дети не только из Самары, Самарской области, не только из России, но и дети из других стран. Также на ней представлены работы педагогов и художников из России, Америки, Франции и США. В апреле 2015 года состоится 7-я международная выставка «Человек от края до края». В прошлом году в ней приняло участие более 1000 детей, и на конкурс было представлено 1350 работ. Дети были от 3 до 18 лет, поэтому аудитория такая очень разная, но и студенты тоже принимали участие. Как известно, жизнь не стоит на месте, новое время диктует новые правила и требует от педагогов новых идей. В эпоху всеобщей компьютеризации интернет-пространство открывает практически безграничные возможности для профессионального общения и обмена опытом. Поиск новых возможностей в организации выставочной деятельности привел нас к мысли о создании